Что если дворцы, которые мы считаем просто большими, на самом деле строились для людей совсем другого рода? Крепость Мехрангарх в индийском Джодхпуре стоит на скале высотой 125 метров. Ее ворота настолько огромны, что через них свободно проезжала боевая кавалерия в полном строю, а толщина стен местами достигает 36 метров. Это не укрепление, это целый город внутри камня. Местные жители до сих пор называют ее цитаделью солнца и рассказывают, что первые правители династии Радхор, основавшие крепость там в 1459-м, были людьми необычного телосложения. Их троны, их доспехи и их оружие, которое хранится здесь по сей день, не подходят обычному человеку. Мы пробрались внутрь, чтобы проверить это лично. Династия Радхор правила Джодхпуром непрерывно с 1459 по 19 век, почти 400 лет. Их основатель Рао Джодха выбрал для крепости скалу, которую местные называли Бакурчерия, гора птиц. Он выгнал с этой скалы отшельника по имени Чирия Надх, и тот проклял крепость вечной засухи. Но не засух поражает здесь больше всего. В оружейном зале Мехрангарха хранятся мечи правителей Радхо. Самый известный из них — меч Махараджи Мана Сингха, правившего в начале 19 века. С тех пор в Джодхпуре действительно почти не бывает дождей, город стоит на краю пустыни Тар. Длина клинка 97 сантиметров. Рукоять рассчитана на ладонь значительно крупнее среднечеловеческой. Рядом висят доспехи, нагрудные пластины с расстоянием между плечевыми креплениями, которые соответствуют человеку ростом не менее 2 метров 10 сантиметров. Смотрители музея объясняют это праздничными церемониальными размерами. Но церемониальные доспехи не делают с внутренней подкладкой из кожи, потертой от многолетнего ношения. Трон в главном зале Шринагар Чоки изготовлен из дерева и слоновой кости в 17 веке. Сиденье находится на высоте 78 сантиметров от пола. Для сравнения, стандартная высота стула 45 сантиметров. Человек среднего роста, сидя на этом троне, не достает ногами до пола. В покоях Махараджи сохранились кровати. Их длина 2 метра 40 сантиметров. Это не декоративные предметы интерьера. Матрасы на них менялись вплоть до начала 20 века, когда последний правитель Джодхпура официально передал крепость под управление музея. Дверные проемы во внутренних покоях — отдельная история. В парадных залах высота арок достигает 6 метров, что объясняется архитектурной традицией. Но в личных жилых комнатах, куда посторонних не пускали, высота дверей составляет 2 метра 70 сантиметров. На 70 сантиметров выше стандарта той эпохи. Строители не делали бы частные двери такими высокими без причины. Семья Радхор относила себя к клану Раджпутов, возводивших родословную к богу солнца Сурье. В их хрониках, написанных на санскрите и хранящихся в архиве самой крепости, есть описание предков как людей с телом, как у небожителей. Дословно это переводится как «превосходящих размером обычных смертных». Историки трактуют эти записи как поэтическое преувеличение. Однако антропологи, изучавшие останки из раджпутских захоронений того периода, фиксировали скелеты длиной от 190 до 215 сантиметров. Это значительно выше среднего роста населения Индии 19 века, составлявшего около 164 сантиметров. Последний правитель, реально живший в Мехрангархе, Махараджа Умайд Сингх, перебрался в новый дворец Умайд-Баван в 44. До этого момента крепость была жилой резиденцией без малого 500 лет. Все, что осталось внутри — мебель, оружие, одежда, утварь — принадлежало реальным людям, которые здесь жили, спали и правили. И все эти вещи сделаны для людей, которые были заметно крупнее нас. Снаружи крепость выглядит как естественное продолжение скалы. Стены сложены из того же желтого песчаника, что и основание горы, и на расстоянии невозможно понять, где заканчивается природный камень и начинается кладка. Это не случайно. Строители Радхор намеренно подбирали блоки одного цвета и фактуры, чтобы крепость казалась выросшей из земли, а не построенной людьми. Внешние стены Мехрангарха достигают высоты 36 метров. Для сравнения, это примерно 12-этажный жилой дом. Толщина в основании местами составляет 21 метр. Такие параметры не объясняются только военной необходимостью. Современники Мехрангарха, другие раджпутские крепости того же периода, строились со стенами вдвое тоньше и вдвое ниже и прекрасно выдерживали осаду. Главные ворота крепости называются Джайпол — Ворота Победы. Их построил Махараджа Ман Сингх в 806 в честь победы над армиями Джайпура и Биканера. Высота арки 10 метров, ширина пролета 6 метров. Через эти ворота одновременно могли въехать 3 боевых слона в полном убранстве, не задев стен. Но поразительно не это. На внутренней стороне ворот Джайпол до сих пор видны углубления от пушечных ядер, следы той самой осады 806-го. Камень выщерблен, но не пробит. Толщина створок ворот, литое железо в 2 слоя с деревянным заполнением между ними, составляет около 40 сантиметров. Чтобы открыть такие ворота вручную, требовалось не меньше 20 человек. Всего в крепости 7 ворот, выстроенных зигзагом вдоль единственной дороги, ведущей к вершине. Каждая створка весит несколько тонн. Это классическая раджпутская оборонительная система. Захватчик, прорвавший первые ворота, оказывался в узком коридоре под огнем с 3 сторон, не имея возможности развернуть конницу или слонов. Но ширина этих коридоров между воротами снова ставит вопрос. Они рассчитаны на людей и животных заметно крупнее стандартных.
Особого внимания заслуживает участок северной стены, который местные смотрители не включают в официальный маршрут. Там, на высоте примерно 4 метров от земли, в кладке видны отпечатки рук, не нанесенные краской, а вдавленные прямо в раствор до его застывания. Размах ладони в этих отпечатках около 28 сантиметров от основания большого пальца до кончика мизинца. Средний размер мужской ладони около 19 сантиметров. Экскурсоводы говорят, что это знаки строителей, способ метить участки работы для расчета оплаты. Но для метки достаточно одного отпечатка. Здесь их 19, расположенных на уровне, куда обычный человек дотягивается только с трудом. Строительство крепости в ее нынешнем виде завершилось примерно к середине 17 века после многочисленных расширений и перестроек. Общий объем камня в стенах и башнях, по подсчетам современных инженеров, составляет около 3 миллионов кубических метров. Весь этот камень добывался в карьерах у подножия горы и поднимался наверх по единственной дороге. Каких записей о строительных механизмах в архивах крепости нет, только списки рабочих и поставок продовольствия. Внутри стен скрывается то, ради чего сюда стоит пробираться в обход официальных маршрутов. За официальным туристическим маршрутом Мехрангарха скрывается совсем другая крепость. Музейные таблички заканчиваются у входа в Моти-Махал, жемчужный дворец. Дальше идут коридоры без подсветки, залы с заколоченными ставнями и лестницы, ведущие в закрытые для посетителей ярусы. Охрана проверяет билеты только у главного входа. После 3 часов дня в дальних крыльях крепости практически никого нет. Моти-Махал построен в 17 веке и считается парадным залом для официальных приемов. Его длина 40 метров, ширина около 20. Потолок украшен 5 нишами, в которых когда-то сидели женщины из гарема Махараджи. Они могли наблюдать за приемами, оставаясь невидимыми для гостей. Высота этих ниш 2 метра 90 сантиметров. Сами ниши расположены на уровне 3 метров от пола. Попасть в них можно только через узкие проходы в задней стене, которые начинаются с высоты 2 метров 10 сантиметров. То есть человек среднего роста должен не просто нагнуться, да, а буквально ползти на четвереньках, чтобы войти внутрь. Это не парадный вход, это служебный. За Моти-Махалом начинается зеркальный зал Шиш-Махал. Здесь стены и потолок покрыты сотнями тысяч крошечных зеркальных вставок, вмурованных в штукатурку вручную. Одна свеча в центре этого зала создает иллюзию тысяч огней. Размер зала примерно 20 на 15 метров. Реставраторы, работавшие здесь в 98-м, зафиксировали, что высота помещения составляет 5 метров 40 сантиметров, при том, что соседние залы того же яруса имеют высоту около 3 метров 50 сантиметров. Разница в почти 2 метра не объясняется никакой конструктивной необходимости. Но самое интересное находится не в официальных залах. В северо-восточном крыле, куда не ведут никакие указатели, есть помещение, которое местные работники называют камра-эхас. Особая комната. Официально она числится как кладовая для хранения церемониального текстиля. Дверь в нее обычная деревянная, без замка, просто закрытая на щеколду. Внутри пустое помещение примерно 8 на 10 метров с единственным окном под потолком. На полу следы от массивных предметов мебели, вдавленные в каменные плиты. 4 вмятины расположены симметрично и соответствуют ножкам конструкции шириной около 180 сантиметров и длиной около 260 сантиметров. Это кровать. Самая большая кровать из всех, следы от которых сохранились в крепости. На стенах этой комнаты росписи частично осыпав. Сохранились фигуры людей в традиционных раджпутских одеждах. Художник изображал их в полный рост, используя стену как фон. Самые высокие фигуры достигают 2 метров 30 сантиметров от уровня пола до макушки. Это не стилизация и не увеличение для декоративного эффекта. Фигуры изображены с реалистичными пропорциями, с конкретными лицами и деталями одежды. Рядом с ними нарисованы лошади, слуги, предметы быта, все в тех же пропорциях. Один из смотрителей, проработавший в крепости больше 20 лет, рассказал без всяких расспросов, что в архиве музея хранятся записи на персидском языке. Мехрангарх долгое время использовал персидский как язык официального делопроизводства. В этих записях упоминаются стражники северного крыла с указанием их роста в традиционных индийских мерах. Пересчет дает цифры от 2 метров 5 сантиметров до 2 метров 25 сантиметров. Смотритель добавил, что эти записи не оцифрованы и в открытый доступ не выложены. Итак, мы узнали, что в Мехрангархе жили настоящие гиганты, а вы хотите узнать, какие нейросети могут помочь вам стать умнее. Заходите на playprofi.com, ведь только сегодня при регистрации по ссылке в описании вы получите бонус 500 токенов. Не упустите шанс, пока не выросли в размерах, как эти правители. Следующий ярус крепости поднимается еще выше, и там картина становится еще более конкретной. Верхний ярус крепости поднимается еще на 20 метров над основными залами. Лестница туда начинается в дальнем углу зеркального зала. Узкий проем без таблички, закрытый выцветшей занавеской.
Ступени крутые, каменные, стертые посередине от многовекового использования. Ширина каждой ступени 55 сантиметров. Стандартная ширина ступени в архитектуре того периода 25-30 сантиметров. Человек среднего роста поднимается по этой лестнице, широко расставляя ноги, как по детской горке. Наверху открытая площадка с видом на весь Джодхпур. Отсюда видно, как город расползается по пустыне во все стороны, а его дома выкрашены в характерный синий цвет. Традиция, которую ввели браминские семьи, чтобы отмечать свои жилища, но постепенно подхваченная всеми жителями. С этой высоты Мехрангарх выглядит именно так, как его задумывали. Бассейбутен — абсолютным господством над окружающим пространством. Но на самой площадке есть каменная скамья вдоль южного парапета. Длина скамьи около 8 метров. Высота сидения от пола 62 сантиметра. Человек с длиной ноги от колена до стопы около 45 сантиметров сидел бы на ней комфортно. Это соответствует росту примерно 2 метра или выше. Спинки у скамьи нет, зато в парапете напротив нее на высоте 110 сантиметров от уровня сидения вырублены удобные подлокотники. Тот, кто сидел здесь, опирался локтями на парапет высотой 172 сантиметра от пола площадки. В нескольких метрах от скамьи каменная плита с выбитым рельефом. На ней изображен воин в полный рост с копьем и щитом. Высота фигуры на рельефе 180 сантиметров. Рядом с воином изображен боевой конь. Его холка приходится воину примерно на уровень груди, что соответствует лошади высотой около 150 сантиметров в холке. Это нормальный размер для боевого коня Раджпута. Пропорции рельефа выдержаны точно. Художник явно стремился к реализму, а не к декоративному преувеличению. Если принять пропорции рельефа за достоверные, воин на нем ростом около 2 метров 10 сантиметров. В оружейном хранилище того же яруса под стеклом лежат наконечники копий. Самый крупный из них длиной 34 сантиметра, с втулкой диаметром 4 сантиметра. Такая втулка рассчитана на древко толщиной около 3,5 сантиметра. Стандартное боевое копье раджпутского воина имело древко толщиной 2,5 сантиметра. Более толстая древко означает более длинное копье с большей нагрузкой. Такое оружие требует значительно большего роста и силы для эффективного использования в бою. Рядом с копьями щиты из буйволиной кожи, укрепленные металлическими пластинами. Диаметр самого большого щита 87 сантиметров. Это не парадный экспонат. Кожа потерта по краям и в центре. Металл поцарапан. Щит использовался. Ремни на внутренней стороне рассчитаны на предплечье обхватом около 30 сантиметров. Это примерно соответствует предплечью мужчины ростом около 2 метров 15 сантиметров при стандартных пропорциях тела. Последнее, что бросается в глаза на верхнем ярусе — след на пороге входа в небольшое помещение, которое по описанию в музейном каталоге числится как личная молельня Махараджи. След от обуви, вдавленный в мягкий известняк порога за столетия использования. Длина следа 34 сантиметра. Это соответствует примерно 50-му размеру обуви по европейской шкале или росту носившего ее человека около 2 метров 10-20 сантиметров. Один след, один человек, один и тот же порог, который он переступал достаточно часто, чтобы оставить в камне отпечаток своей стопы. От молельни на верхнем ярусе уходит коридор, которого нет ни на одной из официальных схем крепости. Он начинается за деревянной панелью, закрепленной на петлях. Не дверь в привычном смысле, а просто секция стены, которая отходит внутрь при нажатии в правый нижний угол. Коридор узкий, около 90 сантиметров в ширину, и темный. Через 20 метров он выводит в помещение, которое снаружи вообще никак не обозначено. Первое, что видно при свете фонаря — крюки в потолке. Металлические, кованые вбитые в камень на высоте около 3 метров 50 сантиметров. Их 7 штук расположены в 2 ряда. На некоторых сохранились остатки веревок, пеньковых, истлевших, но узлы еще держат форму. Это не пыточная камера и не склад. Крюки расположены слишком равномерно и аккуратно. Скорее всего, здесь подвешивали что-то тяжелое для хранения. Что именно, неизвестно, но расстояние между крюками в ряду составляет около 80 сантиметров, что соответствует подвеске крупных предметов, доспехов или оружия. На полу комнаты каменные кольца, вмурованные за подлица с плитами. 4 кольца диаметром около 25 сантиметров, расположенные прямоугольником 2 на 3 метра. Металл колец покрыт ржавчиной, но сами кольца прочно сидят в камне. Такие крепления используются для фиксации крупных предметов, сундуков, станков, тренировочного оборудования. Расстояние между кольцами соответствует основанию очень большого сундука или платформы. Стены комнаты покрыты не декоративной каллиграфией, а короткими строчками, нацарапанными прямо по камню острым предметом. Язык раджастхани — архаичный диалект, использовавшийся в Джодхпуре до 19 века. Часть надписей удалось прочитать с помощью фотографий, переданных позже местному лингвисту. Большинство из них — имена и даты. Самая ранняя датируется примерно серединой 16 века. Одна надпись повторяется трижды в разных частях стены. Здесь ждал Пхим. Пхимабаш — это имя одного из 5 братьев Пандавов из Махабхараты, персонаж которого индийская традиция описывает как человека огромной физической силы и роста. Использование этого имени как личного — не редкость в Раджпуте.
раджпутской культуре. Но почему одно и то же имя написано трижды в закрытой комнате без окон, объяснений нет. Второе запретное помещение находится в западном крыле, в хозяйственной части крепости. Официально это помещение для хранения зерна, так написано на единственной табличке снаружи, замазанной краской поверх оригинального текста. Внутри никакого зерна и никаких следов его хранения. Зато вдоль 3 стен идут каменные выступы высотой около 60 сантиметров и шириной около 70. Точные копии скамей, только без спинок. Их общее количество 12. Они расположены так, что сидящие на них люди смотрят в центр комнаты. Это не столовая и не зал совещаний. Мест слишком мало для официальных собраний и слишком много для личных встреч. Центр комнаты пустой, пол там отполирован сильнее, чем у стен, следы долгого использования. В дальнем углу западного крыла есть еще одна деталь, которую сложно объяснить рационально. В стене на высоте около 2 метров вырублена ниша. Прямоугольная, глубиной сантиметров 30, шириной около метра. В таких нишах раджпутские дворцы обычно хранили светильники или небольшие статуэтки богов. Но эта ниша расположена на высоте, куда человек среднего роста не дотянется без подставки. Внутри нее остатки воска от свечей и небольшое углубление в задней стенке, явно предназначенное для установки какого-то предмета. Предмет давно исчез. Осталась только форма углубления. Прямоугольная, примерно 20 на 30 сантиметров, глубиной около 5 сантиметров. По размеру подходит для небольшой книги или плоского ларца. Кто регулярно зажигал свечу в нише на высоте 2 метров? И зачем? В архивах крепости не записано. 19 век в Мехрангархе не закончился. Он просто замер. В восточном крыле крепости сохранились личные покои махараджи Ман-Сингха, правителя, который управлял Джодхпуром с 1803 по 1843. 40 лет он жил и правил именно здесь, в этих комнатах. После его смерти покои закрыли и больше не перестраивали. Музейная администрация законсервировала их в том виде, в каком они были оставлены. Первое, что видно при входе, письменный стол. Массивный, из тикового дерева, покрытый лаком, который потемнел, но не растрескал. Высота стола от пола до поверхности 89 сантиметров. Стандартная высота письменного стола 75 сантиметров. Разница в 14 сантиметров означает, что человек, работавший за ним, сидел на стуле значительно выше обычного или имел руки длиннее стандарта. Стул стоит рядом, высота сидения 68 сантиметров. Спинка уходит вверх еще на 75 сантиметров. Общая высота спинки от пола 143 сантиметра. Это выше роста среднего человека той эпохи. На столе под стеклянным колпаком лежат предметы, оставленные как есть. Бронзовая чернильница, связка ключей на кольце диаметром около 12 сантиметров и нож для разрезания бумаги из слоновой кости длиной 31 сантиметр. Нож декоративный, но рукоять его рассчитана на крупную руку. Обхват рукояти около 8 сантиметров, что соответствует ладони человека ростом около 2 метров. В соседней комнате гардеробная одежда Ман-Сингха хранится в застекленных шкафах. Парадный чепкан, длинный кафтан раджпутского правителя, висит на деревянном манекене. Длина одежды от плеча до подола 142 сантиметра. Ширина плеч по шву 64 сантиметра. Обхват груди по крою около 120 сантиметров. Эти параметры соответствуют человеку ростом около 2 метров 10, 20 сантиметров с атлетическим телосложением. В том же шкафу тюрбан. Его длина в развернутом виде указана на музейной табличке 21 метр ткани. Стандартный раджпутский тюрбан от 8 до 12 метров. Рядом с гардеробной ванная комната, что само по себе редкость для крепостной архитектуры 19 века. Каменная купальня вырублена прямо в полу. Прямоугольное углубление длиной 2 метра 60 сантиметров, шириной около метра, глубиной примерно 60 сантиметров. Вода подавалась по керамическим трубам из цистерны на крыше. Система, спроектированная еще в 17 веке и работавшая без изменений до 20-го. Размер купальни не оставляет сомнений в том, для кого она предназначалась. В архиве крепости хранится запись британского офицера Джеймса Тодда, посетившего Джодхпур в 1812 и лично встречавшегося с Ман-Сингхом. Тодд описывал правителя как человека замечательного телосложения, превосходящего всех присутствовавших на голову и более. Сам Тодд был ростом около 175 сантиметров, стандарт для британского офицера той эпохи. На голову и более в буквальном смысле означает разницу минимум в 20-25 сантиметров. То есть рост Ман-Сингха по этому описанию составлял не менее 195-200 сантиметров. Тодд был профессиональным наблюдателем, почти политическим агентом Ост-Индской компании, обученным точно фиксировать детали. Его записи о раджпутских правителях считаются одним из наиболее достоверных источников по истории Раджастхана 19 века. Он не писал легенд, он писал отчет. Последняя комната в покоях Ман-Сингха, небольшая, без окон, с единственной масляной лампой в нише. На стене портрет маслом, написанный придворным художником, предположительно в 1820. Ман-Сингх изображен стоя в полный рост, рядом с колонной известной высоты, декоративный элемент, который художники того времени использовали как встроенный масштаб. Высота колонны на портрете стандартные 2 метра 40 сантиметров для такого типа раджпутской архитектуры. Голова изображенного человека приходится примерно на уровень 2 метров 15 сантиметров. Художник льстил правителям, но не настолько.
Глубже всего в крепость удалось пробраться через хозяйственный двор у северной стены. Там есть проход, замурованный примерно наполовину. Верхняя часть арки заложена кирпичом, нижняя оставлена открытой. Высота оставшегося проема около 140 сантиметров. Пригнувшись, можно пройти. За ним начинается часть крепости, которой нет в музейных каталогах вообще. Первое помещение за замурованным проходом — длинный зал с колоннами. 12 колонн в 2 ряда, каждая высотой около 6 метров, вырублены из цельного камня, сложены из блоков. Именно вырублены монолитно. Каждая колонна весит, по приблизительной оценке, не менее 15 тонн. Как их устанавливали вертикально без подъемных механизмов? Инженерный вопрос, на который нет ответа. Между колоннами расстояние около 4 метров. Зал явно предназначался для большого количества людей, стоящих или движущихся между колоннами. Пол покрыт каменными плитами, некоторые тресы из которых треснули под собственным весом. Потолок частично обрушился, груды камня в дальнем конце зала. Но колонны стоят. В центре зала постамент. Квадратный, со стороной около 2 метров, высотой около метра. Верхняя поверхность отполирована до зеркального блеска. И это не реставрация. Полировка уходит в глубину камня. На постаменте ничего нет. Но по его периметру идет резной орнамент с повторяющимся мотивом. Человеческая фигура, стоящая в полный рост с поднятыми руками. Высота фигуры в орнаменте около 30 сантиметров. Рядом с каждой фигурой животное, которое по пропорциям соответствует крупной кошке, льву или тигру. Голова животного приходится фигуре примерно на уровень бедра. Если масштаб орнамента реалистичен, фигуры ростом около 2 метров 20 сантиметров. За залом с колоннами узкий коридор, ведущий вниз. Ступени уходят в темноту под углом примерно 30 градусов. 22 ступени. И коридор выводит в подземное помещение. Его размеры больше примерно 10 на 10 метров, высота потолка около 4 метров. Стены сухие, вентиляция работает через щели в своде, которые снаружи выходят в расщелины скалы. Помещение явно использовалось долго. Пол вытер до гладкости. В стенах крюки и кольца, аналогичные тем, что в запретных комнатах верхних ярусов. И здесь главная находка. Вдоль одной стены стоят деревянные конструкции. Их 6 штук одинаковые, расставленные на равном расстоянии. Каждая представляет собой вертикальную раму из массивных брусьев с поперечными перекладинами. Высота рамы 2 метра 80 сантиметров. Нижняя перекладина находится на высоте 50 сантиметров от пола. Верхняя на высоте 2 метров 30 сантиметров. Дерево потемнело и рассохлось, но конструкция держит. На перекладинах следы от веревок, вдавленные в дерево. Это тренировочный снаряд. Конкретно конструкции для подтягиваний и отжиманий ввись. Верхняя перекладина на высоте 2 метров 30 сантиметров означает, что человек, который тренировался здесь, дотягивался до нее стоя. Или почти стоя. На полу перед рамами каменные блоки с отверстиями. 8 блоков, каждый весом на вид около 50-60 килограммов. Через отверстия пропущены металлические прутья. Это утяжелители. Они использовались. Камень вокруг отверстий стерт от многократного захвата руками. Тренировочный зал. Подземный, скрытый, без окон. Рассчитанный на людей, которые дотягиваются до перекладины на высоте 2 метров 30 сантиметров, поднимают каменные блоки весом под 60 килограммов и делают это регулярно, на протяжении достаточно долгого времени, чтобы стереть камень и вдавить веревки в дерево. Последнее, что удалось заметить перед тем, как уходить, на одном из деревянных брусьев вырезано изображение. Простое, сделанное ножом, человеческий силуэт в полный рост рядом с вертикальной чертой. Черта размечена насечками. Это ростомер. Самая верхняя насечка находится на высоте 2 метров 62 сантиметров от пола. Рядом с насечкой инициалы на Деванагари. 2 символа. Смотритель, которому позже показали фотографию, прочитал их как МС. Ман Сингх. Два символа на деревянном брусе и отметка на высоте 2 метров 62 сантиметров. Это не легенда и не предположение, это физический объект, который можно измерить рулеткой. Теперь факты по порядку. Мехрангарх строился и расширялся с 1459 по 17 век. Все это время крепостью владела одна династия — Радхор. Их хроники описывают предков как людей нестандартного роста. Британский офицер Джеймс Тодд в 1812 лично видел Ман Сингха и зафиксировал его рост как превосходящий окружающих на голову и более. Одежда Ман Сингха, сохранившаяся в гардеробной, соответствует человеку ростом около 2 метров 15 сантиметров. Его доспехи рассчитаны на плечи шириной 64 сантиметра. Его меч весит столько, что среднестатистический мужчина с трудом удерживает его одной рукой. Его кровать длиной 2 метра 40 сантиметров стерта от многолетнего использования. Его купальня вырублена под тело длиной 2 метра 60 сантиметров. И, наконец, его личный ростомер в подземном тренировочном зале с отметкой на высоте 2 метров 62 сантиметров. Это один человек. 19 век. Ни миф, ни предание, задокументированный правитель реального государства, оставивший после себя конкретные физические свидетельства. Но Ман Сингх был не исключением в своей династии. Он был нормой. Антропологические данные по раджпутским захоронениям региона показывают устойчивую картину. Скелеты правящего класса Радхор на протяжении нескольких поколений значительно превышают по длине скелеты простого населения того же периода и региона.
Разница щи от 30 до 50 сантиметров. Исследователи объясняют это привилегированным питанием, отбором по физическим данным при заключении браков внутри воинской касты и многовековой традиции выбирать в правителей физически сильнейшего из претендентов. Это рациональное объяснение, и оно работает. Раджпутская традиция действительно предусматривала жесткий физический отбор среди претендентов на власть. Браки заключались внутри узкого круга воинских семей на протяжении столетий. Питание правящей семьи разительно отличалось от рациона населения. Ежедневное употребление мяса, молока и топленого масла в количествах, недоступных обычным людям. Все это в совокупности за несколько поколений дает именно ту картину, которую мы видим в Мехрангархе. Стабильно крупных, физически мощных людей, чьи размеры закреплялись в архитектуре, мебели, оружии и одежде. Никакой мистики. Только генетика, питание и отбор. Но вот что интересно. Последний махараджа Джодхпура, Гадж Синг, второй, родился в 1948. Его рост 188 сантиметров. Это высокий человек по любым стандартам, но это уже не 2 метра 62. За 100 лет после того, как Радхоры перестали жить в Мехрангархе, перестали питаться по-старому и перестали выбирать правителей по физическим данным, средний рост династии упал почти на 70 сантиметров. Это и есть ответ на вопрос изначально. Дворец строился для великанов не потому, что его строители верили в миф. Он строился для великанов, потому что его хозяева действительно были великанами. Людьми, которых создали 400 лет целенаправленного отбора, изолированного питания и воинской традиции, требовавшей физического превосходства над всеми. Мехрангарх — не памятник архитектуры и не туристический объект. Это документ. Каменный, точный, измеримый документ о том, какими бывают люди, когда несколько веков подряд отбирают только самых крупных и сильных. Отметка на ростомере стоит на высоте 2 метров 62 сантиметров. Сингх дотягивался до нее макушкой.